Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня вяжем вот такие пинеточки. Эти пинетки вяжутся на 2 спицах, одним полотном, затем сшиваются по подошве и по задничку. Сшивать будем плоским швом, никаких рубчиков внутри нет, шов мягкий, эластичный, ребеночку будет удобно. Моделька универсальная, можно связать мальчику и девочке. Вот этот хлястик я вязала отдельно и затем пришила с пуговкой. Для хлястика я набрала 16 петелек, провязала несколько рядов платочной вязкой и закрыла петли. И затем пришила. Пинеточки вязала я на 2 прямых спицах. У меня две чулочные спицы по 20 сантиметров. Размер 3,5. Пряжа Alize Lana Gold Classic. Цвет номер 40. Метраж пряжи 240 метров в 100 граммах. Размер получился по подошве. Вот здесь вот вы видите 11 сантиметров, почти 12, но на этой колодочке носочек сидит прям в облипочку, прям на максимальном его растяжении. Вот если мы его снимем, то размерчик у него будет где-то 9, 10, 11 сантиметров с учетом растяжения пряжи. Моделька очень удобная, хорошо облегает ножку, сидит аккуратненько. Вот, и давайте приступим. Набираю на 2 спицы 37 петелек самым обычным способом. Провяжем первый ряд лицевыми петлями. Первую кромочную будем снимать, последнюю провязывать изнаночной петлей. Снимаю кромочную и вяжу все петельки лицевые. Довязываем ряд. Провязали ряд, поворачиваем работу. Это будет у нас лицевая сторона пинеток. И продолжим вязание лицевыми петлями, то есть платочным вязанием провяжем еще 12 рядов. Отметила маркерами средние 9 петелек. По боковым частям у нас остается по 14. И дальше мы будем вязать боковинки. Также продолжаем вязать платочным вязанием все лицевые. Центральную часть будем вязать пышной резиночкой и в каждом ряду сокращать по одной петельке с боковых частей. Снимаю кромочную, вяжем до маркера все лицевые. Центральные у нас 9 петелек будут оформлены пышной резиночкой. Начинаем и заканчиваем с изнаночных петелек. Изнаночная лицевая, изнаночная лицевая, изнаночная лицевая, изнаночная лицевая. И последнюю петельку центральной части мы провяжем вместе с петлей боковинки. У нас у резиночки должна быть сейчас изнаночная петля. Провязываем 2 вместе изнаночной петелькой. Разворачиваем вязание на другую сторону. Первую петельку центральной части снимаем как кромочную. И дальше вывязываем пышную резиночку. Изнаночная, лицевая из петли на ряд ниже. Изнаночная, лицевая из петельки, которая у нас на ряд ниже. Изнаночная, лицевая, изнаночная. Последнюю петлю мы будем провязывать также вместе с петлей боковой части. Петельку лицевую разверну передней стеночкой к себе и провяжу 2 вместе лицевой за переднюю стенку. Разворачиваем вязание. У нас убавляются петли боковых частей. В центральной части должно оставаться всегда 9 петелек. 9 петель.
Так, снова первую петельку снимаем как кромочную. Вяжем пышную резинку, лицевая из петли на ряд ниже, изнаночная петля, лицевая из петли на ряд ниже, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. И вот у нас сейчас хорошо даже без маркеров видно это место. Здесь такой небольшой образуется у нас промежуток. Видно, где у нас начало боковых частей, где заканчивается центральная часть. И вот две вместе изнаночные провязываем их вот так. Желательно подтягивать, чтобы здесь не было дырочек. Снова разворачиваем вязание и будем так вязать, пока у нас на боковых частях также не останется по 9 петелек с каждой стороны. На спицах 27 петелек, по 9 на каждой боковушечке, 9 в центре. Сейчас лицевой ряд. Довязываю ряд до конца без убавлений, соблюдаем узор. То есть центральную часть продолжаем вязать пышной резинкой, боковые части платочным вязанием. Довязываю ряд без убавок. Изнаночная. И дальше у нас лицевые петли. Поворачиваем наизнанку и провяжем еще 9 рядов, соблюдая рисунок. 9 петелек платочного вязания, 9 пышной резинкой и 9 платочной вязкой. Без убавлений. Вот что у нас получается. Мы сейчас на лицевой стороне и продолжим вязать полностью платочным вязанием. То есть все петельки у нас будут лицевые. И свяжем еще 9 рядов. Провязали. И в изнаночном ряду будем закрывать все петли. Первую кромочную снимаю петлю, вторую провязываю и первую накидываю на вторую. Снова провязываю петлю и первая накидывается на вторую. Или вторая протягивается через первую. И так закроем все петельки. Осталась одна петелька. Обрезаем нить, оставляем длинный хвостик. И мы будем зашивать пинеточку. Закрепляем нить. И берем иголочку по шерсти. Пинетку складываем лицевой стороной наружу. Первыми стежками соединяем две половинки. Совмещаем кромочные петельки и прошивать мы будем, напоминаю, по лицевой стороне за половинки кромочных петель, которые дальше друг от друга. То есть из двух вот стеночек петельки мы берем наружную с одной стороны и с другой стороны. Берем следующую кромочную с одной стороны и с другой стороны. Прошиваем до конца. Вот этот шов, он не такой незаметный, как тот, который я показывала несколько видео назад, который идет по изнаночным петелькам платочной вязки. Зато он не оставляет внутри толстого рубчика и, соответственно, не крадет тут лишние миллиметры. Продолжаем зашивать этим швом подошву, не довязываем примерно сантиметр или полтора. Оставшиеся петли набираем по кругу, также закромочные.
проходимся по всем петелькам и стягиваем отверстие. Аккуратненько, чтобы не порвать ниточку. Выводим иголочку на изнаночную сторону. И если дырочка до конца не затянулась, вы боитесь дальше тянуть, можно просто ее зашить с изнаночной стороны. Закрепляем и обрезаем ниточку. Наш носочек готов. И второй вяжем аналогично. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на канал. Всем пока!